Здравствуйте. В Госдуме готовится заседание по вопросам налоговой и неналоговой поддержки независимых нефтеперерабатывающих заводов. Независимых заводов ни под Тамбовскими, ни под Таганскими, ни под прокурорскими, ни под судейскими сами по себе. Звучит так же неправдоподобно, как независимые СМИ. В России не осталось ничего независимого. Ни заводов, ни газет, ни людей. Нефтезаводы, ради которых собирается Госдума, это те, об кого обломали зубы Лукойл, Газпром, ТНК БП. Олигархи громили эти самостоятельные нефтеперерабатывающие заводы по всей стране, устраивая картельные сговоры, совершая уголовные преступления, создавая в стране искусственный топливный кризис. Впоследствии нефтяные олигархи были изобличены, их преступления доказаны. Дальше все как сегодня с уголовником Дональдом Трампом. Кто же его посадит? Он же памятник. И вот выясняется, что, несмотря на натиск и уголовщину, кто-то в нефтепереработке до сих пор не под олигархами. Это региональное явление. Псевдонезависимость НПЗ обусловлена крышеванием не из центра, а на местном уровне, властью, волею, умыслом губернаторов, выслуживших ярлык на княжение из постельничьих Путина. И вот губернаторы под прикрытием независимых НПЗ вышли наверх с предложением переиграть ситуацию на рынке в свою пользу. Рисуя картину непроглядной бедности нефтепереработчиков, представитель одного из частных НПЗ пояснил, предприятиям приходится закупать нефть по международным котировкам и продавать готовую продукцию по монопольно низким ценам внутреннего рынка. К примеру, частный завод покупает нефть по 45 рублей за литр, продает прямогонный бензин по 36 рублей. Прямогонный – это еще не товарный, и добавил, утирая слезу, что из-за подобного ценообразования компаниям приходится объясняться с налоговыми органами, почему они торгуют ниже себестоимости. Очерченный временной интервал этой сиротской жизни в убыток, где-то последние года 3. Производительность мини-НПЗ в среднем в сутки где-то примерно 27 тонн. Это, кстати, важная особенность для всеобщего обмана и путаницы. В статистике нефтепереработчиков всегда фигурируют и килограммы, и литры, чтобы украсть было можно даже не при обвесе, а не выходя из кабинета при помощи калькулятора. Нефтезавод отгружает бензин в килограммах, а бензоколонка продает его в литрах. И это не одно и то же. У каждой марки бензина свои параметры. 1 тонна 92-го бензина – это 1398 литров. Тонна 95-го – это 1360 литров. Получается, что 3 года независимые нефтезаводы после каждого трудового дня получают ежедневный ущерб в среднем 243 тысячи рублей. За месяц НПЗ разоряется на 7 миллионов 290 тысяч. За год на 87,5 миллионов рублей. За 3 года ущерб от повседневной спокойной работы составляет 262 миллиона рублей. После чего частный НПЗ живет, уверенно смотрит в будущее, интригует с Госдумой и вместо безоговорочного банкротства, полного разорения и продажи с молотка лишь имеет нудные разговоры с налоговой. А теперь бизнес губернаторов перешел к запугиванию и объясняет, что если не пересмотреть правила игры, то бензин в стране подорожает. Приводя весомый аргумент в свою пользу, доля независимых НПЗ в производстве бензина составляет 5%, дизельного топлива – 6%, авиакеросина – 3%. Непоправимая картина требует решительной государственной поддержки. Как же получается, что заводы годами работают себе в ущерб и не думают умирать, да еще постоянно дают сдачи Лукойлу, Газпрому, прочим ТНК БП? За счет чего живут? За счет губернаторов. По официальным данным, независимые НПЗ производят 88% полимерно-битумных вяжущих материалов, 50% гудрона, 25% битума. На темной территории губернского управления все бизнесы принадлежат или контролируются одним человеком, что обеспечивает сбыт любой продукции, особенно когда это гудрон и битум. Именно они щедро поставляются строительному комплексу, который тоже принадлежит губернатору. Поэтому нефтезаводы продадут продукцию по выгодной цене, назначенной губернатором, нивелируя разницу с мелкой бензиновой розницей,
не считая обычных для розничной торговли бензином приписок, воровства, ну и рецепта Василия Алибабаевича из фильма «Джентльмены удачи». Обозначая невзгоды, независимые НПЗ указали в письме в Госдуму, что многолетняя работа себе в убыток грозит разорением в долгосрочной перспективе. В долгосрочной. То есть до реального кризиса еще далеко, даже имея ежедневный ущерб, что говорит об истинной прочности губернаторов и непотопляемости их бизнесов. Но в чем истинная причина обращения в Госдуму? 3 года спокойно разорялись, теперь встрепенулись. Дело в том, что губернаторы мечтают продавать нефтепродукты за границу. В сопроводительной записке указано, что целесообразно разработать и утвердить графики транспортировки нефтепродуктов на экспорт, что позволит обеспечивать квотирование экспорта по конкретным НПЗ с учетом потребностей внутреннего рынка. Война вот-вот закончится, санкции снимут, откроется заграница, понадобится валюта. Нужно будет отремонтировать обезлюдевшие за 3 года особняки и пентхаусы в Майами и Эмиратах, починить простаивавшие все это время яхты и Роллс-Ройсы, обновить коллекцию Булгари и Луи Виттон и, наконец-то, пройтись по ресторанам Куршевеля и Ниццы. Для этого нужна неучтенная валюта наличными, ну или в заграничном банке, а не рублевый счет у себя дома, где рано или поздно Следственный комитет найдет нетрудовые доходы и пустит губернатора в расход. Пора готовиться к выходу в люди. Требуется черный валютный нал. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Рекламный слоган РЖД. Железные дороги. Пример стратегически верного движения в сторону прогресса, позволивший Российской империи не отставать. Сегодняшняя Россия это понимание утратила. Но во времена императора Николая I, Александра II знала, что сначала дороги, затем прогресс. Никак иначе. Без дорог ничего не получится и ничего не будет. Хочешь хорошую страну с экономикой, уровнем жизни – строй дороги. И пока прогресс держался на поездах и паровозах, Россия двигалась вперед. Когда появились автомобили и потребовали совсем других дорог. Россия уже была далека от понимания возможностей. Николай II автомобили не любил. Страна сначала опоздала, затем остановилась, потом закончилась. А совсем рядом с учебником российской истории огромный том истории древнего мира, где отдельная книга «Великий шелковый путь», логистический маршрут II века до нашей эры, протяженностью более 10 тысяч километров из Китая в Индию, Переднюю Азию, Парфию, Древний Рим. Великий шелковый путь основывал города, создавал экономики и цивилизации, превращал территории в государства, был проводником технологий, инноваций, искусства, религии и светит золотым отблеском богатства до сих пор. Это был китайский коридор в Европу. Единственное, что пришло по нему китайцам от европейцев – боевые машины пехоты того времени, колесницы. Остальное двигалось в обратную сторону из Китая, благодаря чему Европа получила порох, бумагу, шелк, ну и даже пельмени. Россия от шелкового пути оставалась в стороне и все время мечтала перевести логистику на рельсы Транссиба, участвуя во всех современных проектах по воссозданию Великого шелкового пути. Проектов было много. Раз в 5-летку случалось всеобщее озарение и закипала международная работа в попытке повторить успех китайского императора Уди 121 года до нашей эры. Но как только Советский Союз или современная Россия предлагали свои услуги, работа увядала, оставляя на память очередное соглашение на высшем уровне и, как писали Ильф и Петров в «Золотом теленке», противный вкус, словно пришлось сосать медную дверную ручку. Нагреватель президентского кресла Дмитрий Медведев считал, что Великий шелковый путь лучше воспроизвести не по железной дороге, а по автомобильной. Ему с Путиным опять пообещали достроить трассу Амур, и чтобы как-то ее окупить, возникла идея попросить китайцев, чтобы они направили грузовой поток товаров в Европу через Россию автомобильным транспортом. Тем более, что Си Цзиньпинь очень кстати предложил проект «Один пояс, один путь», и даже предложил России изменить железнодорожную колею под китайский стандарт. Китайская колея уже русской на 85 мм. Для Китая и стран-участников в новом шелковом пути
Самое важное – это скорость прохождения грузов. Через Россию доехать вовремя по шоссе шансов нет. Шоссе перекрыты бандами ГАИ и свирепствующими аборигенами, праздно убивающими иностранцев по своему усмотрению. Нет инфраструктуры, и все время надо ремонтировать асфальт. С доставкой по железной дороге интереснее. Официальный пресс-релиз РЖД сообщает, что маршрутная скорость грузовых поездов всех категорий, но без учета простоев, не связанных с ответственностью РЖД, составляет 537 км в сутки. В Китае скорость движения грузовых поездов международного сообщения 1400 км в сутки, а внутри Китая 2000 км в сутки. Отказавшись в очередной раз от вкуса медной ручки во рту, Китай на днях запустил железнодорожный маршрут в Европу через Туркменистан, Казахстан, Иран и Турцию. И готовит еще два. Транскаспийский международный маршрут через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Второй через Кыргызстан и Узбекистан до Каспийского моря, далее через Турцию в Евросоюз. Для него придется построить железную дорогу через Киргизию и Узбекистан за $8 миллиардов, которую берет на себя китайская China Railway International. Это и есть тот самый новый шелковый путь, о необходимости которого так долго говорили большевики и который отныне проложен в обход России. Китай принял стратегическое решение и оставил Путина без транзита, отодвинув Россию на обочину, поскольку она по-прежнему ничего не может предложить и остается необжитым и опасным местом, которое лучше обходить стороной. Не ту страну назвали Гондурасом, не ту машину назвали москвичом, но идея благодатная – приклеивать любые названия к любым изделиям и гордиться. Когда гауляйтеру Москвы Собянину захотелось лаврового листа и аналогии с Генри Фордом, он поддержал идею министра Мантурова производить на заводе хоть что-нибудь и взялся за одного из самых слабых китайцев – Джак. Джаки получили московскую прописку и новое имя «Москвич». Они так и не стали никакими москвичами, но орден гауляйтеру заработали. Затем возникло партийное решение возродить еще чего-нибудь, например, «Волгу». Договорились с очередными китайцами, взяв партнера Чинган, повелев во всех удобных местах приклеить логотип Горьковского автозавода. Поскольку сверху рвение оценили, под возрождение попала еще и победа. Но, как всегда в случае перевыполнения плана, поторопились. Наверху попридержали дождь орденов и на газе не стали под одну награду затевать два возрождения. Если бы не германо-китайский аурус, обязательный для любви и любования, под которого несколько лет пытается купить китайский Хонгши и тем самым создать иллюзию расширения модельного ряда, то самой страшной машине китайской коммунистической партии отдали бы бренд «Чайка», тем самым удостоив еще одного возрождения в Горьком. Картина получилась бы удобная и красочная. На дворе война, вероломный враг бомбит русские города, а народ, сплотившийся вокруг лидера и власти, сочиняет, творит, возрождает. Везде расцвет и прежние имена эпохи развитого социализма. А вновь вокруг сплошные москвичи, Волги, Победы, Чайки. Если китайцы перестанут воротить нос, то и всякие Ижи, Кимы, Зилы и Зисы. Но у каждого, попавшего под возрождение, есть непреодолимый изъян. Они советские. Ни одна отечественная машина никогда не была уважаемой. Их дружно презирали и мечтали об иномарке. Любая заграничная машина, даже Трабант и Малюх, польский Фиат 126, считались из последних сил престижными и заведомо лучше своих. Шофер автобазы за рулем польской Нысы выглядел аристократом на фоне водителя РАФа и тем более Ераза. Грузовая Татра считалась космическим кораблем, и ей награждали за хорошую работу, торжественно передавая в руки передовика производства, чтобы он вез сверх плана. Иранские «Мерседесы» вызывали у публики трепет, оставляя за воротами автобазы истину шоферских страданий. Понимая, что назвать китайца москвичом или Волгой означает придумать себе новые проблемы, Россия пошла по более выгодному пути – присваивать чужие имена. Было ваше, стало наше. Поскольку в России диктатура закона, то, как и полагается с 1937 года,
любое преступление власти совершается исключительно по закону. На днях в России суд впервые отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала войны с Украиной. Продавец кондиционеров «Русклимат» забрал себе бренд шведской компании Ericsson. Судом по интеллектуальным правам установлено, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в Российской Федерации не ввозились устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем Русклимат или иное лицо не имеет препятствий для подачи заявки в Роспатент на регистрацию в данной товарной группе аналогичного товарного знака. И Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Это тот самый «Русклимат», который получил право на китайские кондиционеры клеить автомобильное название «Аурус». Была такая идея: яхты «Аурус», носки «Аурус», подтяжки «Аурус», трусы «Аурус», а заодно лифты и кондиционеры. Кондиционеры «Аурус» никому не нужны, потому что отечественные. Поэтому надо попробовать Ericsson, как бы дико это ни выглядело. Следующий, у кого отберут имя – Starbucks. Макдональдсу, Икее, Кока-Коле приготовиться. Но все это прелюдия к вожделенному. Вся страна мечтает о Мерседесах и БМВ. Поскольку официально завод в Есипово выпускает машины неизвестной марки МБ, а в Калининграде с конвейера сходят машины похожие, а сам завод ничего не производит, то универсальная формулировка, придуманная судом для кражи имени Ericsson, пригодится и здесь. И даже ничего не понадобится выпускать. Купить партию любых третьесортных китайцев, от которых отказались даже в Китае, наклеить на них по вкусу логотипы Mercedes, BMW, Cadillac, Bentley, Jaguar и продавать в каждой подворотне. Иногда можно для поднятия имиджа завозить партии поддельных китайских «Мерседесов», немного похожих на оригинал, или что там подвернется под руку. И каждое краденое имя оформлять в Роспатенте по решению суда. Суд в России действует строго по закону. Закон предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение 3 лет. Война длится 3 года. Поэтому в стране подходит срок у каждого иностранного бренда, когда-то неосмотрительно поверившего России. Помимо того, что теперь каждый может зарегистрировать на себя бренд Mercedes и продавать под этим именем хоть велосипед, закон позволяет забрать себе любое понравившееся имя на будущее и в случае возвращения правообладателя продать ему его собственное название. АК – это брелок от КамАЗа. Старая шутка. Это был ошеломляющий контраст поперек привычек и стереотипов. В Советском Союзе, где все по регламенту вертикально и с разрешения начальства, легковая машина на заводе грузовиков разрушала упорядоченную систему. Завод грузовиков обязан производить только грузовики. Завод малолитражек обязан выпускать только малолитражки. Как в фильме «Дежавю». Тефтель с рисом, котлету с картошкой, меняться нельзя. Точно так же у советских людей в голове не умещался легковой правительственный ЗИЛ высшего класса, производство завода самосвалов и бортовых грузовиков. В России люди всегда запрещают друг другу выход за рамки, действия поперек предписанных стереотипов и постоянно отдергивают требованиям соответствовать профессии, как прежде судья не признавала Бродского поэтом, потому что прежде он работал фрезеровщиком, никакого специального института, где учат на поэтов, не заканчивал. Судья считала, что такие вузы существуют, и только их диплом дает право писать стихи. АКИ было 3. Одну неохотно делал Волжский автозавод, вторую делал КамАЗ, третью производили в Серпухове. Люди относились к машине сдержанно. Она вроде бы автомобиль, который советскому человеку хотелось всегда, и потому годилась любая машина, но не престижная, маленькая, какая-то слабая. Двухцилиндровый двигатель работал по нелогичному синхронному циклу, когда оба поршня идут вверх и оба вниз. Двигатель получился неуравновешенным и трясся так, что качал машину и подбрасывал пассажиров.
Пришлось ставить два балансирных вала противовращения, ну и получить приемлемый уровень вибронагрузок. Моторов было два разного объема – 649 кубиков и 750, и мощность либо 30 лошадиных сил, либо 33. Но у АКИ была неплохая управляемость, что даже позволяло особо отчаянным гонять на ней в автоспорте. Как всякая слабость, АК провоцировала обретение силы и подталкивала в одинаковой степени и дворовую шпану, и штатных заводских инженеров к увеличению мощности, либо полной замене силового агрегата на аналог от японского прототипа, в первую очередь Suzuki Alto, из которого была сделана сама машина. Более интересный брелок от КАМАЗа сделали англичане. Но они не стали смешивать самовар с ночным горшком, поступив изящнее. Европа тесная, декларативно скромная. Прежде она ценила парадный выезд в блеске пажей, гвардейцев, оркестра, золотых карет, но потускнела и придумала себе комплекс толерантности, имитируя духовность. Великий Астон Мартин – символ не только британского величия, но и повседневной роскоши, внезапно превратился в производителя автомобилей не для красивой езды, для скрытого обладания, для хранения в гараже, для вложения денег. Появиться за рулем Астон Мартина в какой-то момент стало означать бестактное самолюбование, общественный вызов, некрасивое поведение на людях. Ничего не сделал, а уже стыдно. Купил Астон Мартин и автоматически стал плохим человеком. И тогда фирма придумала брелок от КАМАЗа, чтобы демонстрировать его вместо машины. По аналогии с Ролексом. Ведь когда на руке часы стоимостью в квартиру, ничего объяснять не надо, поскольку все и так очевидно. Но сделать собственные часы с логотипом не вариант. Их увидят в ресторане, что хорошо для часовой фирмы, ювелирных украшений, но не подходит для улицы и автомобиля. Поэтому англичане договорились с японцами и сделали брелок из городской микролитражки Toyota IQ. Они приладили к машинке улыбку Астон Мартина и стали дарить автомобиль покупателям настоящих Астон Мартинов. Получилось неплохо. Днем настоящий Астон Мартин стоит в гараже, а его хозяин едет на виду у всех, скромно демонстрируя наличие сверхпрестижной и сверхдорогой машины, но в данный момент управляющей лишь брелком. Зачем люди покупают Астон Мартин? Чтобы классно гонять во всю мощность мотора, что на Toyota IQ невозможно. Она хоть и в 3 раза мощнее русской IQ, но едет не как Астон Мартин. Поэтому одному из клиентов, купившему и настоящий автомобиль и брелок, захотелось повседневно ездить, не только демонстрируя предписанную обществом скромность, каждый метр посыпая голову пеплом и выпрашивая прощения за свои избыточные деньги. Ему захотелось быстро, будто это настоящий Астон Мартин. Фирма пошла ему навстречу, исполнив мечту всех водителей брелков, и поставила под капот микромашины Toyota IQ нормальный V8 от Aston Martin Vantage S мощностью 436 лошадиных сил. Разгон брелка с 0 до сотни 4,3 секунды. Максимальная скорость брелка 274 км в час. Премьера машины прошла в Гудвуде на фестивале скорости, вызвав всеобщее понимание, переходящее в одобрение. Шасси, конечно, не парадное, всего лишь Toyota, но мотор неплохой, обещает интересную езду. И цвет правильный, как и полагается любому быстрому английскому автомобилю – зеленый. И вот первый владелец в брелок наигрался. Машина продается. Стартовая цена на аукционе от 50 тысяч евро. В Голливуде стереотипы обязательны. Например, вне зависимости от эпохи, прическа главной героини должна быть вне исторического контекста и непременно самой модной и современной. И макияж ни в коем случае не совпадает с исторической достоверностью. Зима в голливудских фильмах всегда условная, и стойко переносить мороз полагается в той же широкополой летней шляпе, что и жару. В вестернах салун будет из досок с щелями в палец толщиной. В детективе, если главный герой хороший полицейский, в камеру на допрос плохого парня он придет в домашней кофте
и с домашней кружкой кофе. Но если требуется усилить акцент и одним штрихом охарактеризовать главного хорошего, тогда режиссер покажет его автомобиль. И это непременно окажется старая машина эпохи 70-х, когда V8 были даже у малолитражки, иронично называясь «small block». После чего сюжет допускает пару вариаций. Первое. Очень хороший парень, свободный от стрельбы, погонь и благородных убийств время, тихими вечерами чинит какую-нибудь уважаемую технику. Надежнее всего, чтобы хороший парень чинил классический Ford Mustang. Эта машина сразу добавляет к образу несколько дополнительных баллов. «Мустанга» чинил Сильвестр Сталлоне в фильме «Взаперти», получив самый известный капремонт «Мустангов» в кинематографе. Сталлоне был очень хорошим, потому машину восстанавливал до идеального состояния и даже покрасил в синий цвет, в итоге получив красный автомобиль. Но Джейсон Стэтхэм в «Механике» чинил красный, но импортный Jaguar E-Type, регулярно отвлекаясь на стрельбу. В отличие от пыльного Сталлоне, Стэтхэм работал со стерильными запчастями, неприкасаемо чистыми гаечными ключами на идеально отреставрированном только что из музея автомобиле. Даже Арнольд Шварценеггер во втором «Терминаторе», заглаживая вину за «Терминатора» первого, доказал, что он максимально хороший, починив пикап Форд Бронко на помойке старого отшельника Энрике. Бронко там не очень уж и старый, хотя весьма запущенный, как и все вокруг, но на момент съемок машине было всего лишь 9 лет, и она не столько исцелялась благодаря «Терминатору», сколько изо всех сил характеризовала его с улучшенной стороны. Вторая вариация, показывающая, что главный парень очень хороший. Его старый классический американский автомобиль на хорошем ходу, готовый к труду и обороне, чинить которого не надо, надо гонять. Если по сценарию необходимо контрастно оттенить хороших от плохих, то плохие поедут на новеньких машинах. У них будут самые модные модели, что непременно характеризует их как отпетых негодяев. А любой хороший непременно поедет по сюжету на добром старье. Клинт Иствуд этот прием использовал наотмашь, не только сделав смысловой акцент на старой машине Ford Torino, но и построив вокруг него одну из основных сюжетных линий. Больше того, фильм в честь машины называется «Гран Торино». Киану Ривз в виде Джона Уика тоже настолько хороший парень, что у него классический «Мустанг», из-за которого все и началось. Хотя беспощадный к врагам Джон Уик не пожалел и свою лучшую характеристику, убив «Мустанга» в красивой перестрелке, озадачив заведующего мафиозным гаражом, который в изумлении сказал: «Джон, ну ты ведь любил эту машину?» Главный водяной Голливуда Джейсон Момоа в свежем фильме «Малышка» настолько положительный, что у него Oldsmobile 70-го года. Поначалу машина отлично выглядит, затем ветшает вместе с угасающей жизнью главного героя, проигравшего бой за справедливость. Большой добрый муж, потерявший жену и оберегающий свою дочь, предъявлен зрителю во всю широту бесспорных достоинств, где даже самые скромные сомнения гаснут благодаря машине, которая может быть только у хороших людей. В фильме «Никто» Боб Оденкерк на финальную разборку едет на белом Dodge Challenger 70-го года. Киллер в отставке Хатч Мэнсел настолько хороший парень, что, возвращаясь из обывательского отпуска в привычную жизнь мордобоя, поножовщины, перестрелок, свой окончательный выход из тени подчеркнул, отобрав у плохого соседа классический американский автомобиль, поскольку настоящая машина полагается только по-настоящему хорошим людям. Привлекательный штамп Голливуда, вполне обоснованный. Во Вторую мировую войну Америка развернула производство оружия на всех заводах, какие только были в стране, с размахом перепрофилировав мирную промышленность. Автопром, как самый развитый, прекратил выпуск гражданских автомобилей и принялся за военную технику. Если посмотреть, как выглядел модельный ряд автомобильных фирм Америки, перерыв на войну очень заметен. Производство легковых машин для частных лиц в США было остановлено в феврале 1942 года и возобновлено только в 1945. В большинстве случаев без особых изменений. На чем закончили, с того же и начали. Для американцев это не характерно. У них машины меняли облик каждый год.
на чем держалось американское подстегивание прогресса и маркетинга, когда каждый год обязательно появлялась другая машина, и прежняя наглядно устаревала, подогревая продажи. Именно американцы придумали понятие «модельный год» и умело его соблюдали. А тут 3 года ничего нового, затем опять все старое. Поскольку принуждать частный бизнес невозможно, американское государство предложило выгодные контракты, обеспечив не только финансирование, но и гарантированный сбыт. Автомобильные компании охотно перешли на выпуск военной техники и преуспели, хотя не обошлось без скандалов. Самый известный конфликт вокруг Виллиса. Американское правительство объявило конкурс на создание легкого полноприводного автомобиля и пригласило к участию 135 фирм. Но уложиться в жесткие требования смогла только компания «Бантам», создав за 49 дней гениальный автомобиль с нуля. Не успели, но тоже попробовали. Сделать, по крайней мере, свои джипы еще 3 – Форд, Виллис и Мормон. В результате был утвержден проект Бантама, и правительство разместило заказ на его производство не только на заводе Бантам, но и на заводах Форд и Виллис. После первой партии конструкцию унифицировали еще раз, совместив наработки 3 конкурентов, и в итоге главным стал Виллис. И все фирмы были обязаны выпускать именно его, что оскорбило Генри Форда. Он не хотел производить у себя машину конкурента, но в итоге был вынужден согласиться и всю войну выпускал у себя чужака. Прочие автомобильные заводы, не работавшие над Виллисом, получили свои оборонные заказы на пушки, танки, грузовики, боеприпасы. Поэтому американская армия воевала на танках Крайслер, танках Кадиллак и танках Форд. Помимо этого, военно-воздушные силы США летали на бомбардировщиках Форд, на авиационных двигателях Dodge, Chevrolet, Cadillac. 3 года нынешней войны России против Украины не разбудили ни одну из европейских стран. Германия, Франция, Великобритания ждут, что война закончится сама собой, и верят, что на них не нападут, и знают, что в случае чего воевать за них должен кто-то другой. Поэтому Европа лишь обсуждает возможность увеличения военного производства и охотно выражает поддержку оборонным инициативам, попутно пытаясь отыскать деньги. И тут начал умирать Volkswagen. Он слишком поспешно встал по стойке смирно в ответ на голубую политику зеленых, потребовавших вместо нормальных автомобилей делать электрические, и доигрался до закрытия заводов. Вариант остается только один – продаваться китайцам. Но теперь возникла идея поработать на войну и предложить себя в роли производителя оружия и военной техники. Тем более, что Европа пообещала сама себе 800 миллиардов евро на перевооружение, и хотя их все хочет забрать Франция, немцы готовы побороться за кусок пирога. Воевать они по-прежнему не собираются, но спасти Volkswagen не возражают. Генеральный директор компании Оливер Блю заявил о готовности начать на заводах Volkswagen выпуск военной техники для нужд немецкой армии в рамках общеевропейских усилий по перевооружению. С учетом текущей геополитической ситуации в Германии и Европе очевидно, что нам необходимо больше инвестировать в безопасность. Мы не ведем конкретных переговоров, но если появится возможность производить военные автомобили, мы готовы рассматривать такие концепции, заявил генеральный директор. В прошлую войну с этой задачей Volkswagen не справился. Его смешной тип 82 Kübelwagen попал в вермахт только от безысходности. На таких запорожцах не воюют. Тип 166 Schwimmwagen был очень интересным плавающим автомобилем, но ему и подавно было не место на войне, а ничего другого фирма не смогла. Профессиональный стиль Volkswagen, грандиозные провалы, нелепые автомобили, многолетнее упрямство и умение всплывать в последнее мгновение. Сейчас как раз пора всплывать. Но доверять оборонный заказ Volkswagen можно только в случае, если не придется делать автомобили, перепрофилировать заводы и производить на них что-нибудь незатейливое – фонарики, зажигалки, ножи, противогазы. В этом случае Европа с издержками и опозданием, получит от Volkswagen хоть что-то пригодное. Если же Volkswagen возьмется за выпуск военных автомобилей или, не дай бог, танков, Германия рискует проиграть. Добрый день, приветствую вас
в автомобильном музее Вильнюс. Сегодняшнюю тему мы посвящаем автомобилям, которые марки вышли из производителей самолетов. Много знаете в мире, все знают некоторые компании, которые производили самолетов, но, наверное, немногие знают, что после войны некоторые компании были принудительно им указано, чтобы не производить самолетов, а некоторые компании из рынка сбыта начали сами производить автомобили. Так я теперь стою около автомобиля Bristol. Это очень интересный автомобиль, выпущенный после войны. И его производство этой компании Bristol, они производили самолеты. Во время войны очень множество Bristol самолетов летело в небе, а после войны такой нужды уже не было, и сама компания искала сбыта рынка и других производств, и начала производить такие автомобили. Они взяли технологию от BMW автомобиля, очень известного 328-го, это двухвалочный мотор. Не взяли всю технологию, только взяли сам автомобиль. Первые модели очень похоже выглядели как 327-е автомобили BMW. Но я вот стою уже около другой категории автомобилей, который уже, наверное, больше выглядит к итальянцам. Это было как раз Superleggera, это века, Touring компании, которые уже Aston Martin DB5, DB6 производили. И видите, это технология алюминиевый кузов, легкие сплавы, которые тоже были в производстве самолетов. И этой компании это не было больших проблем их приспособить к производству автомобилей. И этот автомобиль, знаете, тоже очень интересный, то, что он леворульный, только очень несколько экземпляров, до 10 экземпляров было сделано в левой стороне. Сам автомобиль до сегодняшнего дня имеет оригинальные мадридовские номера. Этот автомобиль был найден в Мадриде, в очень красивом паркинге, около старого такого здания, где большой старинный паркинг, он стоял во втором этаже и много времени пылил, и дожидаясь, чтобы появиться в автомобильном музее, и могли бы зрители, которые приходят в автомобильный музей, увидеть такой красивый, элегантный автомобиль, который, знаете, мы любим очень открывать запаску в этом автомобиле и показывать, что традиции разные у англичан и у итальянцев, бывают разные традиции, как куда ложить запасное автомобильное колесо. Так очень удивительном месте после первого колеса вот такое есть пространство, где будут ложили запаску. Но следующий автомобиль, который уже идем, это уже не то, что искали производители новых производств, а была компания Messerschmitt, которая, наверное, все вспоминают истребители Messerschmitt, которые производили во время Второй мировой войны. После Второй мировой войны, окончания, союзники запретили немецким компаниям производить самолеты. И тогда некоторые компании начали искать, что производить. Так как раз вот перед вами это Messerschmitt автомобиль, трехколесник. За 3 колеса были меньшие налоги в Германии послевоенной, и люди не имели много денег. И такие автомобили производились для нужд людей в стране. Это интересно, видите, этот автомобиль еще сохраняет такие очень черты, как самолет, открывается как кабина самолета в сторону, и даже руль нам больше похож на руль штурвала от самолета. И если рядом вы увидите, вот стоит еще у нас в музее уже всем знаемый автомобиль BMW Zeta. Это автомобиль, который спас от банкрота BMW концерн. И это автомобиль, который, знаете, открывается как холодильник и закрывается. Наверное, многим, кто вспоминает такие холодильники ЗИЛ, которые были в старые времена. И вот как раз этим автомобилем мы, наверное, много не будем рассказывать, потому что вот так же открывается перед открывающей есть еще один автомобиль, который вы, наверное, не знаете.
А это тоже авиационная компания, это Henkel, это производитель авиационных самолетов. И, знаете, тоже спущены на землю союзниками, просто потому, что не разрешили им производить самолеты. И тогда были произведены Henkel Троян, такие очень интересные автомобили, которые, и вот как раз открывание может напоминает BMW из этого, а вот задняя часть, чтобы подойти к колесу, уже нам что-то похоже, как у Мессершмитта. Так знаете, эти вот 3 маленькие автомобиля, как бы братья, и по жизни, что вот сложились у всех компаний, авиационных компаний, такие же самые ситуации, что они перешли на производство таких маленьких автомобилей. Ясно? Вот этот Троян вам надо больше посмотреть. Это такая, как очень большая кабина с много очень окон. Выглядит очень странно сегодня, но вот эти все авиационных заводов выпущенные автомобили вы можете увидеть в автомобильном музее Вильнюс. Вопросы, ответы, реплики. Викинг. Что за бред? Я в Германии живу более 20 лет, и то, что от тебя слышу, ложь. Кроме того, что дорого права сделать, это было всегда абсолютно дорого. Слушать противно, информация вообще из воздуха взята. Викинг. Ложь пишется с мягким знаком. Первая буква в слове «сделать» – «с», а не «з». В слове «абсолютно» первая буква «а», а не «о». Вы живете в Германии и уже разучились писать. И не читаете немецкую прессу. В этом между нами разница. В отличие от вас, я читаю немецкие газеты и журналы. Поэтому я в курсе, что происходит в Германии, а вы лишь живете в Германии. Линус Лаурувинес. Я передал вашу информацию о деятельности Mercedes и BMW в России искусственному интеллекту. И вот, что он мне ответил. Рассказ, которым вы поделились, кажется смесью сатиры и домыслов о непроверенной информации. По моим выводам, Mercedes-Benz и BMW прекратили производство в России из-за санкций и геополитической напряженности. Mercedes-Benz продал свои российские активы автодому в 2022 году без каких-либо доказательств возобновления производства. Аналогичным образом BMW остановила производство и экспорт в Россию в 2022 году. Утверждения о скрытых запасных частях или возобновление производства кажутся вымышленными или преувеличенными. Обе компании отключили российских дилеров от своего программного обеспечения, что еще раз указывает на их уход с рынка. Искусственный интеллект оказался беспомощным, не смог найти заголовки, не нашел лежащую на поверхности информацию, оказался не в состоянии увидеть огромный массив данных в открытом доступе и сочинил свою реальность. Прежде мы говорили «врет как Путин», теперь будем говорить «врет как искусственный интеллект». На сегодня все. До свидания.